Почему горячие деньги устремились в Китай? Познаем Китай, об экономике, бизнесе и не только. Сегодня мы с вами разберем термин горячих денег и по какой причине те сейчас устремились в Китай. Это хорошо или наоборот плохо для Поднебесной? На финансовом рынке есть термин, который заставляет людей любить и ненавидеть. Когда он приходит, он приносит процветание и создает множество мифов о богатстве. Когда он уходит, сильный пронизывающий ветер, осенний ветер возникает внезапно, опустошая все ваши карманы под ноль. Этот термин называется горячими деньгами. Горячие деньги относятся к краткосрочным спекулятивным фондам, которые быстро движутся на международном финансовом рынке в поисках высокой доходности. Его главные характеристики три: краткосрочные, арбитражные и спекулятивные. Также имеют очень большую скрытность. Всякий раз, когда в страну попадают горячие деньги, они быстро повышают цены на активы и создают процветание. Когда происходит побуждение обычных инвесторов следовать за рекламой, немедленно обналичиваются деньги, и богатство страны остается в карманах финансовых спекулянтов, которые покидают рынок. Цены на активы быстро падают, и многие простые инвесторы, которые вовремя не отреагировали, становятся крайними. Например, экономика Японии быстро росла в 80-х годах. Поэтому Соединенные Штаты подписали с Японией соглашение Плаца. Соглашение между США, Францией, Германией, Японией и Великобританией о координации усилий по поддержанию валютных курсов. Подписано в 1985 году в отеле Плаца в Нью-Йорке, обещающее увеличить иену на 20%. Это равносильно тому, чтобы сказать всем, что покупка японской иены и японских активов – прибыльный бизнес. Что произошло в результате? Большое количество международных горячих денег влилось в Японию, и иена становилась все более и более ценной, вызывая пузыри на японском рынке жилья и фондовом рынке. А к 1989 году фондовый индекс Nikkei достиг 38 тысяч пунктов, а соотношение цены и прибыли Price Earnings Ratio, сокращенно PE или PR, на фондовом рынке достигло в 80 раз. В то время соотношение цены и прибыли на фондовых рынках США и Великобритании составляло всего лишь 25-30 раз. В то же время цены на недвижимость взлетели до небес, и стоимость земли большой территории Токио стала эквивалентна общей стоимости земли всей территории США. То есть один Токио мог купить целые Соединенные Штаты, всю страну. Не забываем подписываться на мой канал, а тех, кого интересует больше информации, как зарабатывать на Китае, как открыть свой бизнес в Китае, как покупать или наоборот зайти своим товаром в Поднебесную, как находить работу, высокооплачиваемую работу, где обучаться, как поступить в топовые университеты в Китае. Рекомендую, переходим по ссылке под этим видео, записываемся в наш закрытый бизнес-клуб. Там вас ждет очень много информации, много интересных знакомств с единомышленниками и открытых вебинаров. К 1990 году правительство Японии внезапно осознало экономические риски и начало обуздывать недвижимость. Что произошло? Горячие деньги быстро уходят из Японии под огромным пузырем, который привел к быстрому краху японской экономики. За последние 10 лет еще одна азиатская страна также попала в ловушку горячих денег. А вступление Вьетнама в ВТО в 2006 году ускорило темпы открытия. И управление иностранными инвестициями оказалось очень слабым. Любой магазин во Вьетнаме мог обменивать доллары, юани и вьетнамский донг. Столь горячие деньги текли во Вьетнам большим потоком, поднимая цены на жилье, акции и даже животных. С 2005 по 2007 год фондовый рынок Вьетнама вырос в 5 раз, а средняя рыночная цена выросла в среднем в 73 раза, что сделало его самым быстрорастущим в мире фондовым рынком. Цены на жилье в городе Хошиминь выросли до максимума 170 тысяч долларов за 1 квадратный метр. Когда в 2008 году разразился финансовый кризис, горячие деньги что сделали?
испарились очень быстро. Фондовый рынок Вьетнама и рынок недвижимости упали более чем вдвое. Уровень инфляции остался высоким, а торговый дефицит продолжал расти. Таким образом, эти горячие деньги воспользовались ухудшением ситуации с валютой Вьетнама и привели к сокращению курса вьетнамского донга на валютном рынке. Девальвация вьетнамского донга по отношению к доллару США достигла 40%. Эти деньги приносили прибыль в обратном порядке. Сегодня мы обсуждаем горячие деньги в этом видео. Один из его больших фонов – восстановление китайской экономики. Возможно ли это вызвать новый кризис горячих денег? Сегодня мир вступил в эру отрицательных процентных ставок. По состоянию на конец марта 2020-го 36 крупнейших экономик мира объявили о снижении процентных ставок. Процентные ставки в Японии и Европейском Центральном банке восстанавливаются в течение длительного времени. И процентные ставки в Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах также приблизились к нулю. Китай является единственной крупной экономикой, которая поддерживает нормализированные процентные ставки. В таких условиях Китай легко оказывается перед дилеммой. Если Китай введет отрицательные процентные ставки, рынок будет затоплен, пузырь активов будет взорван. Если не вводить отрицательных процентных ставок, это может стать горячим пирогом в глазах горячих денег. Обычно есть несколько каналов для входа в Китай. Первый – вступить в сговор с внешнеторговыми предприятиями, вести через них фальшивую торговлю, или же через сотрудничество с подпольными банками, или же вести деятельность от имени прямых иностранных инвестиций. Кроме того, к нему также можно получить доступ через валютный рынок, фондовый рынок и тому подобное. После того, как горячие деньги войдут в Китай, у них есть 3 способа получения дохода. Первый – это арбитраж или валютные операции. Например, текущая процентная ставка по кредитам Центробанка США практически упала до 0. Тогда спекулянты могут одолжить крупную сумму денег у Соединенных Штатов и обменять ее на юань. А годовая процентная ставка по фиксированным депозитам депонирования в Банке Китая может достигать 3,8%. В то же время в условиях отрицательных глобальных процентных ставок поддержание Китаем нормальных процентных ставок приведет к тенденции повышения курса юаня. Прогнозы обычно могут достигать 10% в год. Таким образом, статистическая норма доходности может достигать 14%. Согласно последним данным, опубликованным Центральным банком Китая, депозиты в юанях в первом квартале этого года увеличились на 8,07 триллиона юаней, увеличившись за год на 1,67 триллиона. Появление ответных депозитов указывает на то, что горячие деньги могли уже проникнуть в банковскую систему Китая. Второе. Частное кредитование. Китайским МСП сложно брать кредиты в банках, и им часто приходится полагаться на подпольные банки, то есть частное кредитование. Рыночные спекулянты могут обменивать заимствованные доллары США в юани, а затем отнести их в подпольные банки для кредитования, и годовая ставка доходности может достигать 15% или даже выше. Третий – поток на рынок капитала, в том числе на рынок фондовой недвижимости. Таким образом, возврат инвестиций горячих денег в Китае эквивалентен сумме доходов от обновления активов плюс доход от повышения курса юаня. Например, процентная ставка по суде в долларах США равна нулю, а средняя доходность китайского рынка активов составляет 20%. Если курс юаня по отношению к доллару США достигнет 10%, то есть рассчитывать на год, его доходность будет очень тревожной, вероятно достигнув 30%. Для горячих денег метод арбитража и валютных операций может принести относительно небольшую прибыль. В свою очередь, рыночный риск относительно невелик. Уровень доходности рынка частного кредитования относительно высок, но риск дефолта также высок, и получить правовую защиту весьма сложно. Таким образом, горячие деньги, скорее всего, будут поступать на фондовый рынок и рынок недвижимости. Небольшой вопрос. Вы приветствуете поступление международных денег
горячих денег в Китае. Почему? Давайте обсудим эту тему. Для тех, кто хочет выучить китайский язык, рекомендую лучший русскоязычный курс по обучению китайского языка в онлайн. Обучение проходит с носителем, профессиональным педагогом 1 на 1. Системно, гарантированно. По окончанию курса получения HSK сертификата об уровне знания языка. Записаться на бесплатное занятие, переходя на ссылку под этим видео.